Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои! Димон Медведев вошел в чат. Только что он заявил, что он за сутки может победить Финляндию, ну или пол Финляндии, смотря по здоровью, и будет она 0,5 или 0,7. А если серьезно, то к этому он еще добавил, что Европе необходима денацификация. Ни больше, ни меньше. Денацификация нужна Европе. То есть, завязывать с Финляндией, судя по всему, он не хочет, и давайте это все-таки воспринимать всерьез, потому что если там раньше ржали над вот этими потугами маленького алкогнома, но в Ленинградской области в настоящий момент рашисты строят военную базу огромную, и надо сказать, что в Карелии строят тоже. Так что вот я вчера об этом целый ролик записал. Так что имейте это в виду, и к разглагольствованиям вот этого вот клоуна Погорелого театра нужно относиться все-таки довольно-таки серьезно. Ну и к нашим, как говорится, к нашим друзьям, к нашим партнерам замечательным, от которых просто можно таки обалдеть другой раз. Начнем с Уолтса. Уолтс, советник Трампа, давал очередное интервью, и вы знаете, опять они не могут, чтобы не накинуться на Зеленского. Вот они на Зеленского, на правительство украинское, вообще на Украину. Чувствуется, что Украина им кость в горле, да? Они хотят делать make business with Russia, да. Они уже видят себя, значит, скупающими наглухо все на России, и крутящими бабло. Но нельзя, потому что санкции, которые они мечтают снять, им нужно снять санкции с Путина. Им любой ценой, да? Вот этим трамповским клопам, они хотят внедриться туда, значит, тело Рашки и сосать оттуда полезное ископаемое. Но тут на пути встала Украина. И вот что выдал очередной трамповский вот этот товарищ Уолтс, да. Ну что вам сказать, друзья мои? Он сказал следующее. Украина одна из наиболее коррумпированных стран мира. Сейчас мы на этом остановимся. Это называется «Чья бы мычала». Но чья бы помолчала, да? Украина одна из наиболее коррумпированных стран мира. Зеленскому вместо того, чтобы спорить с Трампом, нужно было сидеть рядом с ним и что делать? Правильно, и подписывать вот это самое соглашение из 19 века африканского типа, которое вот эта вот администрация нам хотела подсунуть. И мы, конечно же, скрутили дулю по этому поводу. Вот, а теперь да, Украина... Не, я же не спорю, друзья мои. У нас этой коррупции до и больше. Но в этом случае хочется сказать одну такую вещь, чья бы мычала. Когда ваш президент заявляет, что его друзья сделали на вот этих вводе-выводе тарифов 1-2,5 миллиарда долларов за день. Второй 900 миллионов, по-моему, долларов. У меня только, я не знаю, у кого не мог возникнуть вопрос, а они оба что, такие гениальные? Почему никто больше не сделал такие бабки? Почему все были в прогаре, а вот эти друзья такие оказались гениальные, что они сделали вот эти вот деньги за один день? Они раньше делали такие деньги за один день? Нет. А почему они сейчас делали? Почему у них гениальность вдруг проснулась? Не потому ли, что они знали время, когда Трамп введет и выведет санкции? А кто его знает? Могли же знать теоретически? Или они все-таки супергениальные? Как вы считаете? Вот и я об этом. И эти люди нам что-то разговаривают, да, нам что-то объясняют о коррупции, да. Илон Маск, просто эти же люди нам объясняют что-то за коррупцию. Илон Маск, когда его хунвейбины зашли в офисы Министерства финансов и получили доступ к файлам определенного рода, а в этих файлах вся информация по компаниям, конкурентам той же Теслы, других компаний Илона Маска, по их заключенным контрактам. Это скажите, тут нету никакой коррупции, да? Когда ты, как бизнес, получаешь всю информацию по подноготной твоих злостных конкурентов. Ну, это ж подарок просто. Это же подарок.
эти люди нам рассказывают про коррупцию. Да? То есть, конечно, у нас коррупция есть. Посмотрите, какой красивый Насиров, такой он вечно больной, вечно в одеяле и так далее. Но, честно говоря, рядом с друзьями Трампа, вот этот Насиров наш, который, конечно же, коррупционер, я с этим даже не собираюсь спорить. Вот. Он, знаете, он такой... Он мне напоминает второклассника первой четверти, вот еще осень такая, и Насиров в шортиках бежит такой, не, еще не пионерский, октябрятский значок, такой он бежит в школу и похлопывает ушками и рассказывает, какой он коррупционер. На фоне этих людей он в шортиках, он вообще никто и ничто в плане коррупции, вы же понимаете прекрасно, да? Вот. Но вот нам рассказывают о том, что коррупция именно у нас. А почему? Да, конечно же, потому что мы отказались подписывать вот этот договор, по которому Барон Трамп и его шобла будут руководить нашими детьми, внуками, ездить здесь как карабасы-барабасы, позабирают у нас все нахрен, вот, и будут править, понимаете? Конечно же, никто этого дела не подписал. И в этом они видят, конечно же, коррупцию, в том, что с ними, с такими замечательными перчуганами никто ничего не захотел подписывать. Может, и подпишем, но сейчас, вот если видите, вы вспомните, мы сначала должны были Трампу, который нам не дал ни одной копейки, 500 миллиардов долларов. Схренали. 500 биллион долларов. Не миллион, биллион. Потом уже не 500, 500 уже не, ладно, хрен с ним. А что, не дадите 500? Дайте 300, дайте 300. Как Паниковский, помните, бегал, за кем он там бегал? За Корейко, по-моему. Да, за Корейко он бежал, кричал, дай миллион, дай миллион, дай миллион, дай миллион, дай миллион. Помните это, да? Вот это же была такая же точно ситуация. Корейко миллион не дал, да? Вот. Ну и мы же тоже не дали нисколько, да? Дай 300 миллиардов тогда, говорит. А, не дашь 300? Хорошо, дай 100. О! А и 100 не дашь? А хрен с ним, вообще ничего не должны. Понимаете, да? Вот. И, ну вот скажите, эти люди имеют какое-то моральное право нам что-то там рассказывать про коррупцию? Ребята, ну это немножко смешно и анекдотично выглядит, да? Люди, которые сами погрязли, я не знаю в чем там, это уже пускай американская Фемида разбирается, в чем они погрязли, я скажу одно, что кто, опять-таки, нам запрещает ковыряться в носу, да, это, я вот вспоминаю первый день, когда там Трамп пришел в Министерство юстиции США, уже в роли президента этого, так сказать, вот, а там есть у них же генпрокурорша, она у меня стойкая внутренняя ассоциация, я ее называю про себя Сторми Дэниелс, я не знаю, как ее зовут на самом деле, вот, но она для меня Сторми Дэниелс, вот в совокупности, да, если кто знает, кто такая Сторми Дэниелс, ну вот вы в курсе. Да, но это лично для меня, она же, конечно же, имеет другое имя и фамилию, тут же я не спорю, да. И вот он заходит с этой мадам в Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки, и она его подводит, и там в коридоре висит портрет. Ну, обычно же тоже, да, в Министерствах юстиции везде там висят портреты министров, уважаемых людей и так далее, которые, да, сделали что-либо для Соединенных Штатов Америки, или если другие страны, для других стран. А там висит портрет чувака, у которого 90 уголовных дел на нем висит, да, и она говорит, посмотрите, мой повелитель, мой президент, ну, фактически, да, она хотела сказать, наверное, мой повелитель, но это прозвучало бы немножко не так, посмотрите, мой повелитель, какой замечательный портрет товарища, на котором 90 уголовных дел. При этих ее словах где-то далеко в Ростове взвыл невероятно сильным голосом на Луну Витя Янукович, у которых всего 2 ходки. А тут 90, а тут 2. Витек себя, конечно, почувствовал глубоко обиженным и тронутым до глубины его души. Да. Вот так вот, да, Витя, если бы у тебя было больше уголовных дел, может, ты бы в люди выбился, видишь, а так вот не получилось, да. Фигня получилась, короче говоря. Вот, ребята, то есть вот эти люди, да, у которых вот такие портреты в Министерстве юстиции висят, потом нам рассказывают, что у нас, оказывается, у нас коррупция. Мы источник коррупции на земном шаре. Украина, а не кто-нибудь еще. Ну и, конечно же, 100 дней Трампа, я о них еще отдельно, это уже будет сильно длинный ролик, если я расскажу о них. Но вот
У Трампа он же набрал, он сам уникальный президент, и он вокруг себя собрал точно таких же уникальных личностей, которые правят весьма уникально, с уникальными достижениями. Да, так вот, есть там такой министр финансов Соединенных Штатов Америки, зовут его Скотт Бессент. Он, кстати, это, тот самый, который приезжал к Зеленскому, привез вот этот договор, вот, и хотел, чтобы, значит, Зеленский его подписал, Зеленский скрутил дулю, вот, но... Это он, да, помните, Зеленский говорил, что он ногтем цокал по документу, давай, говорит, по бырику тут подписывай, вот, я поеду. Но он поехал, но никто ничего не подписывал, да. Да, так вот, министр этот финансов сказал про переговоры с азиатскими торговыми партнерами, это просто замечательно. Да, переговоры проходят очень хорошо. Кстати, они же говорят, что и с Украиной очень хорошо проходят переговоры по этому самому договору. Да, ну конечно, мы же в курсе, как это хорошо бывает, да. Вице-президент Венс был в Индии был. На прошлой неделе говорил о значительном прогрессе. Интересно, он с подведенными глазками туда ездил или просто так, я не знаю. И я упоминал, что переговоры с Республикой Корея прошли очень хорошо. Да, ну, конечно, замечательно. И я думаю, что у нас были очень существенные переговоры с нашими японскими союзниками. От себя добавлю, которых вот всех вы обложили налогами. Вот, просто замечательные переговоры. Ну, приблизительно такие же, как с Украиной. Просто они боятся их обвинять в чем-то, но поверьте мне, если у них появится любая возможность нагавкать на ту же Японию, Индию там, или кого еще, нагавкают, обвинят в коррупции, я не знаю, в том же в прилете марсиан, я не знаю, в потере девственности Гретой Тунберг, я, кстати, не знаю, потеряна или нет. Вот, ну вот во всем можно просто обвинить, значит, ну, при случае. Вот. Кстати, если вы меня спросите, помните, что Трамп сказал, к чему я это все говорю? Трамп сказал, что за 90 дней, говорит, будет 90 торговых договоров с нашими партнерами. Прошло уже дней 20. Количество подписанных договоров 0. Министр финансов США Скотт Бессент говорит, переговоры с партнерами проходят просто замечательно. Да нет базара.